Украина в начале текущей недели Украине пришлось приостановить заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики из-за остановки импортных поставок газа через Польшу. Извини, перебью, но появилось сообщение, что со вчерашнего дня начался подъем газа из подземных хранилищ Украины. Мало того, что они были заполнены только на 28% от норматива, они вынуждены поднимать газ. Соответственно, если они его поднимают, то есть заполнять они точно уже никак не могут. То есть, я так понимаю, эти два процесса взаимоисключающие. Взаимоисключающие. На твой взгляд, насколько здесь правдива вся информация, и насколько это не, как ты любишь говорить, туман войны и прочее? И что будет в итоге с отопительным сезоном на Украине, который уже говорят, что начнется только где-то в первых числах декабря, и температуру в домах обещают на уровне 13-14 градусов? Давайте так. Туман войны, из этого тумана раздается голос о том, что у нас все разбомбили, все сгорело, на 200% разрушена наша энергосистема, дайте грошей. Больше грошей, еще больше грошей. То есть, информация, которая оттуда приходит, относиться с доверием, как не позволяет, если честно. Всю ли информацию мы имеем от нашего генерального штаба? Конечно, нет. Разумеется, нет. Тем более, что и проконтролировать результаты воздействия на все эти трубы, компрессорная станция, мы достаточно далековато. Позвонить, спросить, как у вас там, тоже не получается. Если такое общее мнение, основные районы собственной добычи, регионы собственной добычи Полтавской и Харьковской области пострадали и добычные площадки, и компрессорные станции. То есть, сейчас порядка 60% добычи остановлено. Не получается. Хотя мы, конечно, все помним, что мы здесь ни при чем. Мы верим европейской прессе, которая еще в мае 2022 года сообщила о том, что в России ракеты кончились, значит, это кто-то другой. То ли Дональд Трамп, то ли Урсула фон дер Ляйен, в общем, не знаю, кто-то из них двоих. А это значит, что не удалось заполнить, по крайней мере, сообщение от Укрэнерго, что подземные хранилища заполнены только на 28%. Уже было понятно в августе, в сентябре, что зимой придется продолжать закупки газа. Чем это чревато? Во-первых, неизвестно, какая погода будет в той же Европе, и поставят ли они хоть какие-то излишки, будут ли у них. Не потому, что Европа хорошая или плохая, но потому, что если будет холодно, то газ нужен себе, а уже потом Украине. И второй момент, наш капиталистический, любой дефицит – это повод поднять стоимость. Готова к этому, так скажем, казна киевского режима, мне сказать сложно. Вроде бы немножечко помогла Норвегия, 200 миллионов долларов подбросила. Вроде бы залезли сами в кубышку, сколько-то там гривен подняли. Вроде бы что-то не получается. В Польше, например, был ремонт, и там традиционно приходило порядка 8 миллионов кубометров в сутки. Недельку не было. Результат. Сегодняшнее сообщение о том, что начался подъем газа из хранилищ, очевидно, действительно не хватило. Зима будет сложной. Об этом говорят украинские политики, но это можно вообще не слушать. Но об этом же говорят и европейцы, об этом же говорят наши эксперты. Я думаю, что они правы. Потому что если мы посмотрим, как выглядит газотранспортная система Украины, широкие полосы, это магистрали. Там, где вход в Россию – это территория Луганской Народной Республики. Здесь они отсекли себя сами. В суд же они сделали то, что сделали, газ оттуда не идет. Какую точку необходимо вывести из строя, чтобы газовая система была разорвана надвое, по-моему, всем видно хорошо. Если кому-то не видно, могу сказать вслух: Первомайская, Харьковская область. Туда сходятся все, не только газопроводы, которые шли из России, но и со своих месторождений. То, чего должны опасаться, как они будут выкручиваться из этой ситуации, если это произойдет, мне сказать сложно. Основной объем подземных хранилищ газа в Львовской области. Такая ситуация. Что касается
производства передачи электроэнергии, здесь приблизительно такая же картина. Воздействия усилились, стали регулярными, стали системными. Мы это наблюдаем регулярно, обычно по ночам что-то да прилетает. Опять же, мы здесь ни при чем совершенно. Я верю европейцам, европейцы врать не могут. Честные люди. Ну, давайте по порядку. На что нужно воздействовать с тем, чтобы вывести систему из равновесия? Для ГЭС. ГЭС – это наиболее маневренные энергетические мощности. В случае пикового спроса они решают проблемы. Будут ли воздействия такими же, как в случае Каховской ГЭС со стороны киевского режима? Разумеется, нет. Что это на самом деле гуманитарная катастрофа с учетом плотности населения на Украине, разрушение плотины – это гуманитарная катастрофа, по-другому не назовешь. Мы не воюем с населением. Население, бегающее в поисках тепла и света, в круг наших интересов не входит еще и потому, что не исключено, что побегут на север. Нам еще только этой проблемы не хватало. А что касается тепловых электростанций, для того, чтобы остановить производство и ремонт военной техники, самый простой вариант – решить подачу электроэнергии. То, что при этом будут страдать все остальные, ну, извините, вы это государство создали, вы выбираете себе власть, она ведет себя так, как ведет. Можно ли защитить ГЭС от воздействия? Теоретически, да, по самой плотине удары вряд ли будут, по плотинам удары будут вряд ли наноситься. Но система вывода мощности традиционно располагалась наверху плотины, то есть поверх самой плотины расставлены и трансформаторы, и линии электропередач. Как это закрыть? Да никак. Можно изобразить какие-то ажурные металлические конструкции, но мы уже наблюдаем, что оптоволоконные FPV как-то на это внимание не очень сильно обращают. Бетонное перекрытие, но у вас под вами машинный зал гидроэлектростанции. Вы просто провалите потолок и выключите все сами. Будут терпеть. Такие вот у них условия. Понятно, что есть достаточно большое количество угольных блоков, но где можно отследить, какое количество угля завезено или нет. Угольные шахты на нашей территории, мы туда уголь не поставляем. Не слышал я об таких экспортных операциях. Соответственно, нужно откуда-то импортировать. Импортировать можно только через морские порты или из Польши. Польша вот чем углем поделится. Охотно селецкий уголь никуда не делся. И если будет спрос, я думаю, что польские шахтеры только обрадуются, что появился новый объем работы. Железную дорогу, Жешув, тоннель, вот этот мы не трогаем, а в порту, во всех портах Одессы что-то происходит непонятное. Можно ли в таких условиях провозить балкеры с углем, мне сказать сложно. Вот информации нет. Воздействие на Буштынский узел, на Буштынскую электростанцию, напоминаю, там 24 блока, часть газовых, часть угольных. Она огромная по площади, она, в общем-то, и строилась. Давайте вещи своими именами называть. На тот момент, когда существовал Варшавский блок и блок НАТО, на всякий случай все предусмотрели. Воздействие было, пара дней, она работает. Ну, во-первых, энергетики нашей школы, все мы родом из Советского Союза, в общем-то, из нашей системы образования. Это первый момент. Второй момент. Технический каннибализм никто не отменял. То есть, уходя с нашей территории, джентльмены все, что можно открутить и увезти, откручивают и увозят, создавая тем самым себе ремонтную базу. Мы можем это наблюдать как в Донецкой Народной Республике, так и в Луганской Народной Республике. Электростанции, да, уже контролируются нами, но внутри все, что можно было отвернуть и увезти, увезли, включая огромные трансформаторы, то есть вытаскивают все подряд. Понятно, что вот такой запас у них есть, насколько его хватит, сказать сложно. Если говорить о гуманитарных катастрофах, ну, даже если не самые сильные морозы, город-миллионник, Киев, Днепропетровск, тот же Харьков, что такое город без света, без тепла? Ну, это катастрофа. И хочется верить, что, по крайней мере, ситуацию сейчас попробую покорректнее
с подачей воды и с забором воды за счет дизельных электростанций перестраховались. Потому что если не работает водопровод и канализация, ну, это просто катастрофа для миллионного города, тем более в зимнее время. Но то, что мы наблюдаем, по-моему, в Сумах, где у них там уже, или в Чернигове у них там, по-моему, уже и водоподача перестала работать. Значит, что и к этому они умудрились не подготовиться. Но это уже вопрос не к нам, как руководство Укрэнерго, Министерство энергетики, ДТЭК. Вот как они готовились, так они тот результат получат. Если верить всевозможным европейским источникам, количество дизельных электростанций, которые завозили на территорию подконтрольную Киева, просто какое-то колоссальное. По идее, там все должно быть уставлено, утыкано, но наблюдаем далеко не везде. Вот такая ситуация. Как они будут зимовать, не очень понимаю. Готовиться надо было тщательнее. Да, немного у нас осталось времени. И вот как раз по поводу зимовать и подготовки Александр Вучич, руководитель Сербии, заявил о том, что, по его мнению, в ближайшее время будет подписан контракт с «Газпромом» на поставку газа в Сербию до 2027 года. До конца 2027 года. До конца 2027 года. Он напомнил, что Сербия потребляет сейчас 2,7 миллиарда кубометров в год, надо 3 миллиарда, и «Газпром» обеспечивал порядка 80% всех потребностей Сербии в природном газе. Но, как мы помним, ЕС настойчиво ведет речь о запрете, полном запрете транзита газов из России в Евросоюз. Вот на твой взгляд, насколько Сербия все-таки сможет получать наш газ и, соответственно, выживать, потому что до этого и руководитель парламента Сербии говорила, что запрет на транзит – это катастрофа для страны, и министр горного дела и энергетики Сербии говорил, что страна не выживет без поставок российского газа, а тот же Александр Вучич говорил о том, что даже СПГ они не могут получать из Греции, потому что порт, точнее, этот завод по сжижению стоит на ремонте. Терминал. Да, терминал стоит на ремонте. Ну, для тех, кто забыл географию, на всякий случай напомню, что у Сербии с одной стороны Венгрия, с другой стороны Болгария. То есть, вот полный запрет на поставки трубопроводного газа из России в Европейский Союз автоматически становится для Сербии катастрофой. Потому что, с одной стороны, страна Евросоюза, с другой стороны, страна Евросоюза. Вот что хочешь, то и делай. Сейчас соглашение действует до конца этого года, даже с учетом тех рестрикций, которые изобрели в очередном пакете евробюрократы. Необходимо подписать договор до конца этого года. В этом случае есть окно до конца 27-го. Поставки будут сохранены. Вучич надеется, что впереди еще ноябрь-декабрь должны успеть. Другое дело, на каких условиях в этот раз будет подписано, потому что ситуация вокруг НИС, нефтяной индустрии Сербии, нефтеперерабатывающего завода, единственной стране, тоже далеко не самая прозрачная, не самая удачная. Там 56% акций у «Газпрома» и его дочерних структур. Там рестрикции со стороны Соединенных Штатов, введенные еще в марте, 8 раз откладывавшиеся, но теперь все. Запас нефти на день сегодняшний в Сербии есть, еще и с нефтью возникают проблемы. И возникнут проблемы у «Газпрома», потому что если нефтеперерабатывающий завод не работает или работает в чужих руках, значит, «Газпром» не получает прибыль, значит, ее надо как-то компенсировать. Поэтому те мягкие условия, в которых Сербия находится на день сегодняшний по поставкам газа из России, они, видимо, временные. Я бы так сформулировал. Что касается действий Хорватии, она заявила, что уже нельзя поставлять нефть в Сербию. Это тоже большой вопрос. Людям без бензина на заправок, без дизельного топлива будет достаточно грустно. Действия Хорватии, разумеется, показывают дружелюбность всего Европейского Союза.